Приветствую, коллеги! Представьте себе силу, способную мгновенно раздавить предмет, оказавшийся между двумя невзрачными металлическими брусками. И все это без малейшего видимого контакта. Эта невидимая мощь окружает нас повсюду, управляя вашими смартфонами, серверами интернета и даже спутниками на орбите. Без нее наш привычный технологический мир просто рухнул бы в один миг. Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда берется эта колоссальная энергия в обычном куске металла? Ответ скрывается в самой природе магнетизма. По сути, любой магнит – это уникальный материал, способный генерировать вокруг себя невидимое силовое поле. Именно оно заставляет притягиваться либо отталкиваться металлы, такие как железо, никель или кобальт. Но природа распорядилась так, что не все магниты созданы одинаково. Они делятся на три огромные группы, каждая из которых работает по своим строгим законам. И первая из них родилась задолго до того, как человек вообще научился плавить металл. Самые первые магниты создала сама наша природа. Это магнетит, природный минерал, обладающий магнитной силой без какого-либо вмешательства человека. Позже люди создали искусственные постоянные магниты и электромагниты, работающие только при подаче тока. Однако настоящая гонка вооружений в металлургии началась в 20 веке, когда ученые решили соединить алюминий, никель и кобальт. Получившийся сплав обещал перевернуть всю промышленность, но у него обнаружился один критический изъян. Этот новый сплав назвали альнико, добавив к алюминию, никелю и кобальту немного железа, меди и титана. Инженеры получили невиданную для тех лет магнитную силу. Сплав мгновенно завоевал заводы и фабрики. Но была проблема: стоимость этих металлов оказалась астрономической, а само производство невероятно сложным. Промышленность требовала чего-то более дешевого, массового и устойчивого к агрессивной среде. И тогда металлурги пошли совсем другим путем. Так на свет появились ферриты, недорогие, невероятно устойчивые к коррозии магниты, которые мы до сих пор видим на холодильниках или в старых динамиках. Да, они уступали альнико в силе, зато их можно было выпускать миллионами тиражами за сущие копейки. Но к концу 20 века технологии совершили такой гигантский скачок, что ферриты перестали справляться. Миру потребовалось настоящий супермагнит, сверхмощный и при этом крошечный. И решение пришло из самого загадочного угла таблицы Менделеева. Настоящая революция случилась в 1980-х годах, когда ученые обратили внимание на неодим, элемент, открытый еще в 19 веке Карлом Ауэром фон Виллисбахом. Физики выяснили, если соединить неодим с железом и бором, родится сплав с поистине фантастическими свойствами. Так появился легендарный магнит, который оказался в разы мощнее и легче всех своих предшественников. Но чтобы получить этот волшебный неодим, людям пришлось столкнуться с невероятной геологической загадкой. Неодим гордо зовется редкоземельным элементом, но это историческое заблуждение. В земной коре его вполне достаточно. Истинная проблема в другом. Он не залегает чистыми пластами, а буквально размазан по планете в микроскопических концентрациях, намертво перемешавшись с другими минералами. Выделить его сложнейшая и безумно дорогая задача. Чтобы добыть хотя бы грамм чистого вещества, инженерам приходилось разворачивать колоссальные работы в самых разных точках земного шара. Главным источниками неодима в мире стали два минерала – бастнезит и монацит. Огромные карьеры по добыче бастнезита развернуты были в Китае и Соединенных Штатах, а монацитовые пески активно перерабатывают в Бразилии и Индии. Именно здесь, на гигантских месторождениях, начинается долгий путь нашего супермагнита. Но как превратить прочный монолитный гранит в чистейшие химические элементы? Первым делом в ход идет сокрушительная сила направленного взрыва.
Все начинается в глубоких карьерах. Инженеры бурят сеть глубоких скважин по строго выверенной схеме и закладывают туда тонны взрывчатки. Один мощный залп, и вековая скала разлетается на куски нужного размера. Огромные экскаваторы спешно грузят эту породу в карьерные самосвалы, которые везут руду на обогатительную фабрику. Но это лишь грубая механическая подготовка, ведь впереди твердый камень ждет абсолютное разрушение его структуры. На фабрике каменные глыбы сначала отправляются в гигантские щековые дробилки, а затем в шаровые мельницы, которые перетирают руду в тончайшую пудру. Но даже в этой пыли неодим все еще намертво связан с чужеродными минералами. Чтобы разорвать эти связи и забрать чистый металл, инженерам приходится прибегнуть к химическому оружию, концентрированным кислотам. И то, что происходит в этих резервуарах, напоминает настоящую алхимию. И ты об этом будешь знать и чувствовать себя уверенно в любой ситуации, если изучишь видео в моем закрытом сообществе Boosty. Я уверен, ты найдешь там именно то, что искал. Заходи, ссылка будет в первом закрепленном комментарии и описании. Измельченную руду погружают в огромные ванны с серной кислотой. Начинается процесс выщелачивания. Кислота буквально выедает редкоземельные оксиды, переводя их в жидкий раствор, насыщенный ионами неодима. После множества сложнейших циклов фильтрации неодим наконец отделяют от соседей. Но как теперь выловить растворенный металл обратно из жидкой кислоты и вернуть его в твердое состояние? Решение оказалось весьма изящным. В кислый раствор вводят химическое основание – обычный гидроксид аммония. Происходит бурная реакция, и растворенный неодим выпадает на дно в виде густого осадка – гидроксида неодиума. Его фильтруют, тщательно высушивают при строго контролируемой температуре, чтобы убрать остатки влаги, и отправляют в пекло высокотемпературных печей. Однако на выходе нас ждет вовсе не блестящий металл, а нечто совсем другое. Интенсивный жар печи превращает гидроксид в оксид неодиума, стабильный серый порошок. Его герметично запечатывают в стальные барабаны для безопасной транспортировки. Это и есть главный полуфабрикат, за которым охотятся заводы по производству магнитов. Теперь порошок нужно превратить в металл и соединить с железом и бором. Но сделать это на обычном воздухе невозможно. Неодиум моментально сгорит. Как же инженеры обманывают саму природу? Чтобы неодиум не окислился, плавку проводят в вакуумных индукционных печах, полностью откачав из них воздух. Температура внутри поднимается выше 1300 градусов Цельсия. Бурлящий жидкий сплав непрерывно перемешивается под воздействием мощного электромагнитного поля. Наш будущий супермагнит готов в жидком виде, но теперь его нужно отлить в точную форму. И здесь металлурги применяют древнее, но усовершенствованное искусство. Раскаленный до бела жидкий сплав заливает в специальные формы из формовочного песка со связующими смолами. В момент заливки газы вспыхивают эффектным пламенем. Зрелище потрясающее. Но остывать металл должен медленно и под строгим контролем. Остынет слишком быстро, и внутреннее напряжение разорвет деталь трещинами. Форму разбивают, достают отливку, но тут уже инженеров ждет обескураживающий сюрприз. Представьте, перед вами готовая остывшая металлическая деталь, но она абсолютно не магнитится. Чтобы исправить структуру сплава, отливки упаковывают в жаропрочные трубы с чистейшим кварцевым песком и отправляют на длительную термическую обработку в печь. Только после этого атомы внутри сплава встают в идеальную кристаллическую решетку. Но почему же деталь все еще остается немагнитной? Все дело в хаосе, который царит у нее внутри. Сейчас эта деталь – спящий великан. Миллиарды ее внутренних магнитов, доменов смотрят в разные стороны, полностью нейтрализуя друг друга. Чтобы пробудить эту силу, нам нужно заставить их все выстроиться в одном направлении. Для этого потребуется колоссальный внешний импульс. Это самый захватывающий и зрелищный этап всего производства. Готовы увидеть, как рождается величайшая сила? Нам понадобится колоссальный разряд энергии. Деталь помещают в специальную установку, намагничивающий
фикстур. Сверхмощный электрический импульс за доли секунды создает такое сильное поле, что все внутренние домены сплава мгновенно разворачиваются в одну сторону. Благодаря уникальной кристаллической решетке они навечно блокируются в этом положении. Обычная железка за миг превращается в сильнейший постоянный магнит на планете. Но эта дикая сила таит в себе смертельную опасность. Сила неодимового магнита настолько велика, что два крупных бруска приближаются друг к другу с сумасшедшим ускорением. Если между ними окажется палец, тяжелая травма гарантирована. При столкновении они сокрушают любые препятствия, но из-за хрупкости могут сами разлететься на тысячи острых осколков. Работать с ними нужно с предельной осторожностью, но именно эта неукротимая мощь делает их незаменимыми там, где другие материалы просто бессильны. От мощнейших генераторов, гигантских ветряных электростанций и двигателей электромобилей до высокочувствительных медицинских томографов МРТ, жестких дисков, ваших компьютеров и космических аппаратов. Неодимовые магниты беззвучно служат человечеству каждую секунду. То, что кажется простым серебристым бруском, объединило в себе миллионы лет геологии и гений инженерной мысли. И кто знает, какие еще невероятные технологии будущего мы сможем открыть благодаря этой удивительной невидимой силе. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь на Boosty канал и всем добра. Пока-пока.